Друзья, мира и здоровья всем! Рад приветствовать вас на своем канале. И сегодня хочу предложить вам приготовить шарлотку. Не классический вариант, конечно. Шарлотки делают все по-своему. Я хочу предложить вам свой вариант. Давайте приступим. И что нам понадобится? Мука 2 стакана, сахар 2 стакана, 6 яиц, сода пищевая, уксус для погашения соды, ванильный сахар, ложечка меда, 4 крупных яблока и вишня, наш секретный ингредиент. Так, обычно используют половину всего этого: 3 яйца, стакан сахара, стакан муки, соду или разрыхлитель, это кому как нравится, ванильный сахар тоже по вкусу, кто-то добавляет корицу, я еще добавляю немного меда. Ну и кроме яблок еще можно добавить сушеную клюкву, можно добавить любые ягоды, изюм, ну кому что нравится, вишню, мороженые какие-то ягоды. Это зависит от вкуса. Так, ну и приступим к приготовлению нашей шарлотки. Подготовим яйца. Так, сначала взбиваем яйца. Взбивать нужно хорошо до белой пены. По чуть-чуть добавляем сахар. Так, добавим мед и ванильный сахар. И продолжим взбивать еще минуты 3 на максимальных оборотах. Вот мы взбивали почти 7 минут. Вот такое яйцо у нас получилось, взбитое с сахаром. Пышненькое, увеличилось в 2 с лишним раза. Так, теперь подготовим яблочки. Вот так вот вырезаем сердцевинку. Так, вот у нас 4 яблочка. Сейчас мы их порежем. Резать можно произвольно. Кто хочет мелко, кто хочет покрупнее. Кому как нравится. Так, яблочки мы подготовили. Отставляем их в сторону. И продолжаем делать тесто. Добавляем муку. Включаем на медленную скорость, чтобы мука не распылялась. Вот такое тесто получается. Включили духовку на 180 градусов. Пока мы доделаем все это, она нагреется. Теперь мы погасим соду. Добавим немножко уксуса. И добавляем ее в тесто в самом конце. Так, еще раз перемешиваем. Все, тесто мы замесили. Вот оно такое получилось. Без комочков, ровненькое. Добавляем яблоки. И вишню. Вишня у нас осталась после изготовления наливки. Она такая чуть-чуть пьяненькая. Мы ее используем для торта. Пьяная вишня. Ну вот попробуем и сюда ее добавить. В нашу так называемую шарлотку. Хотя это не классическая шарлотка. Классическая шарлотка делается из белого хлеба. Это немецкий десерт. Белый хлеб, яйца, заварной крем, ликер.
Вот мы замесили тесто, перемешали яблоки, вишню с тестом и подготавливаем форму, в которую мы будем запекать. Перед тем, как отправить тесто в противень, хоть он с покрытием антипригарным, все-таки его на всякий случай смажу маргарином. Вот так вот. И насыпем вот так вот, маночкой обсыпем. Чуть-чуть крупы. Это будет типа панировки. Так оно лучше отойдет от формы. Все, выкладываем подготовленное тесто в противень. Яблок у нас здесь почти столько же, сколько и теста. Может даже чуть-чуть больше. Так, разравниваем тесто по всей форме. Сверху мы шарлотку ничем украшать не будем. Вот так мы ее разложили и отправляем в духовку. Вверх-вниз 180 градусов. На 30 минут пока, а там будем смотреть. Так, отправляем в духовочку. Вот наша шарлотка в духовке. Через 30 минут проверим шпажкой. Если шпажка будет сухая, значит шарлотка готова. Если нет, допечем еще пару минут. 5, может 10. Посмотрим. Вот такая шарлотка через 15 минут. Ждем еще 15. Вот прошло 25 минут. Аромат на кухне обалденный. Через 5 минут будем пробовать. Протыкать шпажкой. Так, вот наша шарлотка дошла до кондиции. Сейчас мы ее чуть-чуть остудим и будем вынимать из формы. Вынимаем шарлотку из формы. Вот такая шарлоточка получилась. Сейчас мы отрежем и посмотрим, какая она внутри. Попробуем. Очень мягкая, нежная, сочная. Сюда еще не хватает шарик мороженого или какого-нибудь легкого крема. Очень вкусно. К чаю, кофе, просто с молочком. Если вам понравился рецепт, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, жмите на колокольчик, палец вверх. Всем приятного аппетита. Пока.